Смотрите, над нами кто-то летает. Да. А вон. Да. Класс. Здравствуйте! Перед тем, как смотреть это видео, я советую вам сделать бутерброд, чай, потому что это видео будет чуть-чуть дольше, чем обычно, и я гарантирую, что вы узнаете очень много интересного. И если вы думаете, что в этом видео я буду мыть кости Арестовичу, то вы ошибаетесь. Безусловно, мы будем разбирать его последнее интервью Гордону, немного тезисно, но мы будем говорить о самом важном для нас всех, об Украине. Вы знаете, что в начале войны так случилось, у меня был небольшой конфликт с Арестовичем, который вышел в том числе и в публичную плоскость. Сейчас я могу с уверенностью вам сказать, я готов закопать топор войны. С того момента, как Арестович ушел из офиса президента Украины, его публичные выступления развернулись на 180 градусов, он стал говорить полностью правду, и он входит в число 4 людей, которые на сегодняшний день в публичном пространстве говорят правду на всю Украину. Это я, это Арестович, это Геннадий Балашов, но Балашов сейчас выступает редко, и Павел Себастьянович, но просто Павел как бы не такой радикальный, как мы. А правда важна как воздух, и я вам скажу, если мы не будем говорить о конструктиве, о самом важном, а будем упиваться пропагандой и шапкозакидательством, нет никакого будущего Украины. Поэтому я призываю свою аудиторию быть очень внимательными и распространять такие видео по друзьям и знакомым. Итак, давайте посмотрим первый тезис в интервью Гордону и разберем его. Например, занимаясь военной пропагандой, контрпропагандой, на этом нельзя выстраивать государственную идеологию. Понимаете, да? Да, конечно. Это первая ловушка. Мы попали в контрзависимые отношения, целиком и тотально зависим от существования Путина, психологически, идеологически, мифологически, судьбоносно. Мы не думаем про будущее, у нас нет разговоров, какой должна быть Украина. Мы не думаем, что будет через 50 лет, что мы строим, национальное государство, поликультурное государство. Эта дискуссия прекращена, его вообще нет. Она репрессируется. На людей, которые пытаются об этом говорить, агрессивно нападают. Как бы, да, и так далее. Я вам скажу, что имел в виду Арестович. Я об этом вам постоянно на стримах рассказываю. Некоторые кадры важные из офиса президента башляют в помоечные СМИ, я их называю медиапритоны, где систематически теперь уже гасят Арестовича, эпизодически гасили меня и всех остальных, кто пытается сейчас говорить конструктив и самое главное, вот просто голую правду, как она есть на самом деле. И что он здесь правильно подметил? Нет никакой дискуссии о будущем. Если будет так дальше продолжаться, если люди будут массово вот этим вот упиваться, отключать голову. И, кстати, заметьте, очень многие, кто распространяет мои видео, на стримах даже люди в прямом эфире это пишут, нарываются на хейт, там, на какое-то осуждение, там, да он пророссийский, да он еще какой-то, да кто ему платит. Вот такую глупость, примитив, то есть судят по себе. Людям уже в голову не может прийти, что есть какой-то самодостаточный человек, который готов говорить просто правду, нравится она кому-то или не нравится. Да, из-за этого я вынужден был уехать из Украины. Но такова цена. И слава Богу, что многие из вас это ценят. Продолжаем дальше. Это вообще в узком смысле, это тяжелая патология коллективной психики. Вот попадание в такую сферу. Раз. Вторая ловушка. Базовым мифом стал миф о Великой Победе и о героизме украинского солдата. Казалось бы, а что здесь может быть плохого? Но я вам опять же скажу, как человек, увлекающийся психологией, что это вообще катастрофа в перспективе. Почему? Потому что, да, тяжко осуждены все, кто выехал, и все, кто не на фронте. Вот вы там, суки, в барах и на пляжах, пока пацаны там и так далее, и так далее. Так вот, смотрите. Когда военные вернутся, 1 200 000, все увидят, что в быту базовый миф ни хрена не работает. Потому что будет сплошной ПСТ, посттравматическое расстройство. Да. Будут гранаты, закачанные под двери соседям. Будут там много чего будет. И будет миллион неустроенных, контуженных, нервных людей, которые имеют право на то, чтобы быть устроенными, но их государство не устроит. Государство не устроит, а общество их испугается в очень короткие сроки. Потому что они привыкли решать силой, автоматом. И у них будет совершенно другой уровень требований, претензий и манеры обращаться с этими самыми. И через 3 месяца после окончания войны, в течение полугода, у нас произойдет замена базового мифа. Военный – это не спаситель, а военный – это может быть спаситель, но точно угроза в быту.
Давайте разделим этот тезис на два момента. Первое – это культивизация там, военных, будем так говорить. И второе – это хейт к людям, которые, во-первых, говорят правду. Второе – те, которые находятся не на фронте или находятся не на фронте, да еще и выехали куда-то именно по причине того, что не хотят идти на войну. Значит, по поводу военных, там немножко дальше об этом будет подробнее, и я вам расскажу свои предложения, как я это вижу. А по поводу экономической составляющей. Значит, смотрите, представьте, если бы Украина была действительно независимым государством, с нормальной экономикой. Как бы все было на самом деле? На самом деле все было бы так, что существует исключительно частный, никакого государственного военно-промышленного комплекса, и государство является заказчиком, делает закупки у этих частных компаний. За какой счет государство это делает? Допустим, если сейчас война в любой другой цивилизованной стране, не дай бог. Это делается с налогов граждан, налогоплательщиков. Для того, чтобы платить налоги и пополнять бюджет, который потенциально может потратиться на войну, нужен креативный класс. Не может быть такого, что человек с грудью или с лопатой пойдет на войну. Ему нужна будет классная амуниция, его вооружение персональное, плюс тяжелое вооружение, которое является очень дорогим. Авиация у нас, посмотрите, какая проблема. Да? Миллион вопросов сейчас не об этом. Я просто хочу сказать, что война, она не однокомпонентная. А много-много, каждый кирпичик, каждый в этом большом механизме под названием государство работает, делает то, что он должен делать. И главное, то, что он может делать. Что у него лучше всего получается, где он полезен больше всего. Да, есть люди, которые отрешенно за этим наблюдают. Я даже это не осуждаю, потому что, в принципе, Украина такое государство, которое, если кто-то достиг успеха, то это не благодаря, а вопреки. Это их позиция, пожалуйста. Говорим о тех, кто каким-то образом участвует в войне, как-то помогает. Нельзя все ставить вот так вот однобоко. И я еще раз говорю, об этом говорят, ты да я, да мы с тобой. Поэтому вы должны это, люди, понимать. И еще раз говорю, я сейчас подробнее, чуть позже остановлюсь на моих предложениях для военных, как это должно выглядеть, на мой взгляд. Хотя частично я это рассказал в своей программе реформ. И когда пойдет замена базового мифа, мы будем абсолютно к этому не готовы. Мы сейчас не готовы и будем не готовы. Это будет общественная катастрофа. У нас разломается все то, во что мы инвестировали. Понимаете, да? Все свои лучшие цветы селезенки. Перестанет работать. А что вместо? А вместо не только не продумывается, но и любой разговор о вместо репрессируется. Попробуйте сейчас выйдите, скажите то, что я говорю. То, что мы с вами говорим. Серьезно. А государство поддерживает это. Создается мифология победоносных военных. Героизация базового мифа, потому что у нас общество и государство не обладает возможностями думать об альтернативах. Они плывут по течению, не вполне управляя событиями в коллективном бессознательном. Ну, здесь Арестович просто продолжил этот тезис о том, что государство просто-напросто поймало эту волну. То есть надо все сфокусировать на военных, для того, чтобы люди вообще не думали. Вот как сейчас говорят, война, люби власть, заткнись, не выступай, потому что надо победа, надо все. Конечно, надо победа. Но только победа придет, окончание войны придет. Раньше, позже, дай бог раньше. Но дальше придется все это строить. И я вам говорю, для того, чтобы построить здание, нужна одна компетенция. Кафе, вторая компетенция. Перевозки организовать, строителей, там, вторая, третья, четвертая, десятая компетенция. Магазин продуктовый тоже кто-то должен делать. И пошло и поехало. Это все нужно созидать будет. И тогда государство уже вас не сможет этим накормить. И с другой стороны будут обозленные военные. Почему они будут обозленные? Потому что это ПТСР, во-первых, это ужасы, которые они пережили, они рисковали жизнью. Тут что можно сказать? Но самое главное, посмотрите, вы сами это все прекрасно понимаете, государство ничего не сможет им предложить взамен. Ну а разве, Алексей, плохо, что у нас героизируют героев? Но это же тоже хорошо, это должны хорошо, быть ориентиры. плохо, когда все сводится к этому. Понятно. Я первый был за героизацию. Я первый, кто говорил в офисе, что давайте брать портреты военных, создавать целое и так далее, и так далее. Это очень важно делать. Я же выходил с идеями расширения линейки военных наград. Теперь смотрите, что предлагаю я. Значит, во-первых, нужно давать социальную помощь. Хотя я капиталист, вы знаете, против всего левого, но это есть очень важным компонентом. Нужно давать какой-то там период, я не знаю, 6 месяцев, 9 месяцев финансовую помощь, раз. Теперь по поводу символизма. Здесь в Майами в культуре есть там такое, как граффити, муралы, для того, чтобы увековечить какого-то в субкультуре, в культуре личность человека. То же самое нужно сделать в Украине. Не на новых зданиях, но в Украине очень много архитектуры, на которой это будет хорошо смотреться. Нужно это делать, потом со временем обновлять, для того, чтобы люди ходили по улице, с поколения в поколение проезжали
и видели, что великие люди защитили нашу страну, и что эти люди очень важны для государства. И все проезжают и их помнят, потому что памятников всем не наставят в видных местах. А такие вещи важны, еще раз говорю, граффити, муралы. То, что там Арестович говорит, ордена, однозначно да. Также льготная ипотека, обязательно, просто обязательно. И медицинское страхование. Это, правда, вопрос такой как бы реформы медицинской в целом, но даже сейчас можно придумать и оплачивать в частных клиниках медицинскую страховку, для того, чтобы эти люди были навсегда этим обеспечены. Про базовую психологическую помощь я молчу, в государственное это я не верю. Почему? Потому что даже в Америке этим занимается государство, богатейшее, и то с этим куча проблем. Ну, гражданских, правда, это как бы не сильно касается, много из благотворительных фондов, я имею в виду, что гражданские не страдают часто, это исключительный случай, когда военный что-то сделает гражданскому. А в Украине это действительно может произойти. И самое главное здесь, это было в моей программе реформ, нужна легализация ЧВК, частных военных компаний. Только я понимаю, сейчас большинству, 90% в голову придет сразу ЧВК Вагнер, это будет восстание. Нет. Почитайте, пожалуйста, про Blackwater, если надо, я отдельно расскажу. Сейчас у них там, правда, по-другому называется. Это мощнейшая американская военная компания, частная. Вы не найдете практически таких случаев, эпизодов, чтобы чудак с частной армии что-то сделал гражданскому. Потому что часть людей, если посмотреть правде в глаза, не сможет адаптироваться, социализироваться больше на гражданке. Понимаете? Это нужно тоже учитывать. И такие люди будут иметь возможность дальше воевать в других точках и зарабатывать на этом очень, кстати говоря, большие деньги. Но это, конечно, все по желанию. Также эти ЧВК смогут помогать, не дай бог, если будет какой-то еще военный конфликт в Украине. То есть все это очень связано. Тут главное меня правильно понимать, потому что обязательно сейчас найдется 10, 20, 30 подставных или неподставных балбесов, которые перекрутят мои слова, повырезают с контекста и так далее. Я сказал то, что я сказал. Ну, все это нужно. Вопрос, что нам нужно очень много, кроме этого. Как говорил Черчилль, война слишком серьезное дело, чтобы доверять все это военным или сводить только к военным. Речь же идет, это я как военный говорю, речь идет о государстве, его судьбе, судьбе будущих поколений. Нас пытались стереть из истории, так мы должны дать комплементарный ответ, утвердить себя в истории здесь и надолго. Абсолютно прав, Арестович. Я перевожу просто на более понятный язык. Нужно наши проблемы сделать нашим преимуществом. На нас напали, потому что мы слабое, коррумпированное государство. Именно госаппарат сделал из Украины такое, то, что мы имеем. Если бы мы были мощными, богатыми, и нашими главными партнерами только по-настоящему были США и Израиль, я имею в виду и экономические партнеры, в частности по оборонно-промышленному комплексу, этого просто-напросто не могло случиться. Это самоубийство было бы для любого. Но Путин полез. Это вообще тема отдельного видео. Я расскажу еще. На самом деле и здесь не все так просто. Про Зеленского, про всю эту кампанию. Но самый главный посыл. В мирной жизни, в созидательной, нужны будут люди, которые компетентны креативить, развивать, строить. И сделать уже, наконец-то, Украину великой, для того, чтобы такие ужасы, как сейчас, не повторились. Об этом говорить запрещено. Люди, принимающие решения, не понимают одной очень важной вещи, которую понимал, например, инфернальная личность под названием Иосиф Виссарионович Сталин. Он четко понимал, если ты закручиваешь политически, надо освобождать экономически. Угу. Если ты закручиваешь экономически, надо освобождать снижать цены, да? Да, надо закручивать. Дело врачей одновременно цены снизили. Одновременно, не в тот же день имеется в виду логика. Он понимал, что надо послабление. Баланс. Нельзя крутить и так, и так. У нас получается ситуация тяжести войны, закручены гайки. Ну, в том смысле, что мы все должны собраться в кулак и там настроиться на победу, работать, участвовать. Ну, уже года 4 месяца. Да. И одновременно, 500 дней скоро, знаменитых, да? Через сколько? Через неделю. И одновременно закручиваются экономические гайки, потому что бизнесу тяжелее, все тяжелее, людям все тяжелее, возвращаются проверки, требования МВФ, 2% ФОПа забирают и так далее, и так далее. И это все непомерной тяжестью ложится даже не на физическое состояние народа, потому что понятно, что все останутся, от голода никто не помрет, но это ложится психологической тяжестью на народ. А теперь смотрите, какая собирается... И нет ответов. Президент, выступая с Верховной Радой, заявил, что он сторонник национальной доктрины, диалога, широкого диалога. Мы сейчас там вовлечем социальные лифты. В общем, логика первой кампании. Я смотрю, такая же точно. Сейчас заработают социальные лифты, все будут вовлечены. Но, во-первых, все это один раз уже видели, как они заработали и куда кто был вовлечен. А во-вторых, здесь же и у народа есть огромное недоверие. Пока делом не докажут, что это так, да, то поверить в это снова будет очень трудно. А теперь смотрим как бы на месседжи, которые общество получает. 2% ФОПа минус.
тарифы на воду вырастают с 1 июля, на свет вырастают и так далее. Народ оказывается в психологической ловушке, из которой очень трудно выбираться. А вот здесь Арестович, мне кажется, немножко недооценивает наше правительство и офис президента. Суть в чем? Он говорит, что с голоду никто не умрет, а я не уверен. Все, что я сейчас вижу в плане экономики, это как раз сознательное желание, с одной стороны, таких как Гетманцев, вообще диверсии экономически устраивать, а другие идиоты просто хотят действительно сделать так, чтобы вы могли пойти в магазин, купить покушать и считать, что вы уже счастливы. Чтобы вы не требовали большего. Как до войны все новости вам рассказывали со времен начала АТО, у вас нет танка за окном. Это я часто фразу раньше говорил. У вас нет танка за окном, радуйтесь. Побольше ужасов вам в новостях показать, чтобы вам просто ничего в жизни большего не хотелось, кроме как какой-то супербазовой безопасности. Теперь уже и танки, и ракеты за окном, и жертвы. Посмотрите, сколько горя было из недавнего Краматорск, Львов. И сколько еще всего будет. Так вот сейчас их задача для того, чтобы вы только могли покушать. И ничего больше не требовать. Потому что человек, который больше имеет достаток, он склонен подавать голос. А им такое не надо. Им нужно беспределить. Сейчас не будем в сотый раз обсуждать повышение тарифов на воду, на электроэнергию. То, что уже сказал Арестович про повышение налогов, НДС на топливо он не упомянул. И миллион других разных вопросов. И вы просто не знаете, но Гетманцев каждый день свое рыло и Марченко хотят засунуть куда-то и навредить бизнесу, помешать людям зарабатывать деньги. Вот что они делают. Поэтому это просто чистое вредительство людей. И я утверждаю, власть ненавидит украинцев на самом деле. Все, для чего сейчас нужны им украинцы, в том числе, которые погибают на фронте, они это рассматривают, что спасают лично их. Потому что для них это дойная корова. Спасите нас и нашу корову, чтобы мы ее дальше доили. А дальше ваша судьба нас не интересует. И гражданских не интересует. Хотя все сбрасываются на волонтеров. Их это не интересует, поверьте мне. Им это не надо. Но там есть профессиональные актеры, которые выйдут, сделают лицо, и вы поверите. Ну, смотрим дальше. Замена, смотрите, у нас 3 катастрофы назревает, очень плотных. Первое, падение России, проигрыш ее. И мы лишаемся внешнеисторического смысла. Это катастрофа для страны вообще. А все почему? Потому что мы все свели к этому смыслу. Интересно. Второй момент, это замена базового мифа, где военные герои, все свелось к войне, а потом бац, оказывается, есть жизнь кроме войны и после войны. А куда ж, а что? А люди, которые воевали и были героями, тут же еще один момент будет, который я скажу. Герои пойдут в Верховную Раду. Конечно. Герои пойдут в облрады, в районные рады. Герои начнут убивать героев, и мы получим ситуацию гарантированно, как с афганцами было. Героев начнут покупать политики. Покупать политики, когда один герой Украины, купленный политиком, взрывает другого героя Украины, купленного политиком. А они будут, герои-то будут нести и это все впереди, и мы это понимаем. Герой будет нести на себе символический капитал. Это будет огромная психологическая фрустрация. Символическая фрустрация. И третье, отсутствие экономических свобод, освобождения и возможности людям, если хоть не этот самый, не знаешь, какое будущее впереди, и вот эти все впереди катастрофы ПТСР и всего остального, и замены базового мифа, ну хотя бы экономическое благополучие поднять. Чтобы люди знали, что есть экономическое будущее, что там черти что может твориться в головах, и в политике, и на улицах, но дети-то, но хлеба можно будет купить, пойти, и будет на что, и так далее. И вот этого нет еще сейчас. А вот тут Арестович затронул вообще такую тему очень тонкую. По поводу того, что Россия, и если представить, что мы победили Россию, то потом как бы теряется стимул чуть ли не всего нашего существования Украины. Ну, ментальная такая история, психологическая ловушка, как он говорит. Но представьте, что граница 91 года, а давайте больше, зайдем дальше. Представьте, что украинский флаг установлен на Кремль. Победа. Ну, такого не будет, невозможно против ядерной державы, я просто фантазирую, так как делает Арестович. Все, и пропадает весь смысл. И начинается сумасшедшая грызня внутри страны. То, что в принципе будет после войны, постоянно об этом говорю. Про языковой вопрос, про еще что-то, про еще что-то. Я с ужасом там смотрю фотографии из Львова, как там устанавливают таблички, обслуговуємо тільки на державній мові. А у меня вопрос, а если парень из ЗСУ русскоязычный зайдет, а если еще без какой-то конечности, с протезом, и на русском языке будет обращаться к кассиру. Его что, выгонят во Львове? Человек, который рискует жизнью, теряет здоровье, и его откажутся обслуживать? В какой бред мы вообще скатываемся? И миллион разных других вопросов. Повторяюсь, говорить об этом запрещено. Завтра, поверьте мне, и Арестовича будут, и меня будут вот так вот выкручивать разные медиапомойки. Вот что делает Зеленский, строит диктатуру. Соединенная с разрушенной экономикой, с невнятной позицией Запада, не до конца понятными результатами войны и огромным откатом людей, которые вернулись с фронта или пытаются вернуться из Европы домой. Куда? На какую перспективу? К чему?
И пока и ключом к этому ему является экономический вопрос. Можно было бы. Сведение все к базовому мифу – огромная ошибка, он поломается, он не будет работать. Второе, и ударит обломками нам по голове. С введением все контрпротивостоянию с Россией, всей нашей стратегии исторической – это огромная ошибка. Но если бы была экономика, эти ошибки были бы меньше. Но в сочетании со всем этим и отсутствие максимального освобождения экономики по принципу «зарабатывайте все как можете, а мы вам еще поможем», а не только не будем там репрессировать, вот это представляет серьезнейшую опасность, главную опасность за 32 года существования. Даже не российское вторжение, а эффекты, которыми они вызваны, эффекты, которые оно вызвало, и нашим неумением с этими эффектами работать. Вы знаете, вы очень важную тему подняли, важнейшую вообще. Важнейшую. И спасибо вам за то, что вы об этом говорите, рискуя навлечь на себя гнев разных слоев общества. Да. Но здесь просто не в брови, а в глаз. Арестович просто называет, все, что он делает, он просто называет вещи своими именами. Опасно, не модно, не популярно, но это правда, это истина. Все сводится просто к одному. Понимаете? То есть я хочу вам сказать, что, наверное, 95% населения, просто-напросто, людей, украинцев, и которые сейчас вне Украины, сейчас вообще страшное дело. Ты с какой диаспорой, в какой стране не поговори, для них Зеленский бог и вообще. Никто не задумывается, что в принципе можно было не допустить эту войну. Да, и об этом я еще раз говорю, будем дальше в других видео разбирать, потому что сейчас уже очень много разных фактов есть, всплывает, а сколько еще всплывет. Я вас просто прошу, цените, когда кто-то говорит вам правду. Таких людей единицы сейчас в медиапространстве Украины. И вот эти три вещи, это не соломинка, которая нам сломает хребет, это может быть 3 удара лома с размаху, которые нам сломают хребет так, что мы задолбемся подниматься. Помните, мы с вами говорили зимой о том, что послевоенная реконструкция будет более сложным задачей, чем война, победить в войне. Так вот, то, что сейчас происходит, во-первых, снижает вероятность победы в войне, потому что, неизвестно, глядя на то, что с нами происходит, и как нам воюется, поддержит ли так Запад второе и третье контрнаступление, качество этого второго и третьего контрнаступления. Потому что сейчас-то в армию забирать будут людей, которые старались в нее не попасть массово, правильно? Иначе бы они уже давно были там. Конечно. Да, и ожидать от них, что они будут, в лобовых пехотных штурмах проявлять чудеса героизма и мотивации, приходится. Можно работать, но в целом не думаю, что стоит. Это потому, что мы видим аналогию с Россией. У них мотивированные легли, а нынешние, в обороне хороши, а вот наступление уже совсем не получается. А нам-то надо наступать как раз будет. И вот отсутствие экономических перспектив. Здесь только диалог о перспективах, а реально их пока нет. И вот это вот очень большая ошибка со сведением всего к базовому военному мифу. Это главная историческая ошибка, которую мы сделали за 31 год. Даже потеря Крыма. Даже ликвидация армии была. Это сопоставимо с ликвидацией вооруженных сил и просыранию всей нашей промышленности, которая была. Со всеми мы сузили сейчас. Государственная стратегия историческая, это всегда искусство расширять возможности, создавать ситуации, когда пространство решений увеличивается. А мы свели только к одному всему, не страхуем варианты вообще никакие, не продумываем ничего другого. И сводится все к одному золотому молотку, которым мы бьем по голове, самим себе, ожидая, что он обязательно сработает. А потом однажды этот молоток ломается. Это принцип такой, есть в менеджменте, принцип золотого молотка. Если один раз удалось, оно давало мотивацию, драйв, то будем бить, пока не сломает. Я уже только что сказал, Арестович, безусловно, на себя накликает гнев, так же, как и я. Но потом придет время, вы прекрасно все поймете, вы вернетесь к этим записям. Это чистая правда. Чем хорош YouTube, если ты не удаляешь и не удалит YouTube, оно там будет сохраняться. И можно всегда зайти к этому, вернуться, кто что говорил. Без экономики ничего не может быть. Понимаете? И сейчас я всегда вам говорил, самое лучшее время для реформ, для самых смелых, особенно экономических, это военное время. Нет, Зеленский что делает? Обещает и триллион ВВП, когда? После войны. Система 10-10-10, она хреновая, допустим, после войны. И это вам после войны. И вот это вам тоже после войны. Но Зеленский не заступил на свой пост 23 февраля 2022 года. Зеленский заступил на свой пост в 2019 году. Это просто глобальный обман и глобальное издевательство над людьми. И по-другому я это просто не могу назвать. А сейчас мы посмотрим, тут просто надо было, может быть, это объединить. Теперь смотрите последний эпизод, который я хочу вам показать с Арестовичем, и мы поговорим вообще о самом главном. Меня не спросят. Вот эти люди, которые настраивают президента против меня, в том числе цитируя наши передачи,
А это основное средство раздражения, я так понимаю. Серьезно? Конечно. Цитируют. Конечно, да. Показываете отрывки, да. Они думают, что когда мы указываем на опасности, Мы боремся с мы президентом. боремся с президентом. Да. Мы не помогаем ему, не советуем, да, а боремся с ним. И вот это главная ошибка. Если они не смогут понять, что когда им говорят, что вот здесь слабое место, здесь слабое место, это говорят, потому что им сочувствуют, потому что им хотят помочь, потому что речь идет, в конце концов, о судьбе всех нас, всей Украины, а это персональная борьба с ним, и будет, как говорил Штирлиц, точнее, Капелян голосом Штирлица, да, идет сколка мелких самолюбий, то на качество политики, позволяющее решить исторические задачи перед Украиной, рассчитывать не приходится. А теперь, друзья, я вам вот что скажу. Я полностью подтверждаю все то, что сейчас сказал Арестович. Тот человек, который меня информировал с офиса президента, он точно все так подтвердил. Там именно так Зеленскому все и подсовывают. Но я не хочу его отбеливать. Он сам, у него есть свои мозги, он именно так все воспринимает. Он пользуется соцсетями, достоверно известно. Ему подсовывают, как когда-то, знаете, когда не было еще интернета, президентам, там, высокопоставленным чиновникам им папочку готовят. И главные выдержки, какая газета там, или журнал, что напечатали, или там 3 канала доступны, где кто что тезисно сказал. Сейчас такое же делается с соцсетями. Но, правда, сейчас они сами тоже могут в соцсети зайти. Я же говорю, Зеленский точно это делает. Путин, наверное, не делает, Зеленский делает. Так вот, в этом и главная дурость и ошибка. Когда выступаю я, это одна история, когда выступает Арестович, это вторая история. Да, безусловно, есть чудаки, которые занимаются политикой, за которыми стоит партийная касса, которые, в частности, там перебежчики от Зеленского другим политсилам. Да все, безусловно, так. Там идет политика. Но у тебя же должны быть мозги отделить зерна от плевел. Что есть люди, которые здесь стараются для Украины. И здесь не просто тебя пришли попарафинить в публичном пространстве и себе рейтинги заработать. Я вообще не политик. Все, что я говорю, это для Украины. Моя программа реформ для Украины. Я же не написал для Зимбабве или для того, чтобы свалить Зеленского, или для Порошенко. Я не написал. Я не сказал, что вам это Порошенко или Тимошенко сделает. Она написана для Украины. Я имею право на Украину такую же, как и Арестович, и Зеленский, и военный, и тот, кто спрятался от войны, и тот, кто вообще не хочет в этом всем участвовать. Одинаковый гражданин Украины имеет права, если он не сепаратист. Вот в чем главный смысл сводится. Но когда ты мелкий, примитивный человек, и ты судишь по себе, это я про офис президента говорю, ты, конечно, будешь это так воспринимать. Потому что человек всю жизнь занимался под заказ политической сатирой, где гасил под заказ других политиков, а теперь сам пришел и еще делает более гнилые, страшные вещи, чем все делали попередники. Ну, кроме Януковича, потому что Янукович это была прямая сдача государственных интересов. Вот что на самом деле произошло. И все это упускают из вида, и общество также реагирует. Сколько у меня комментариев? Ты продався, кто тебе платит, день мне платит Порошенко, день мне платит Трамп, день мне платит еще кто-то, масоны и непонятно кто. И отдельные придурки, городские сумасшедшие их называю, на своих там телеграм-каналах, тиктоках и ютубах это все подогревают, делая людей таких же сумасшедших, как сами. Нет, друзья. Есть просто такое понятие, когда ты личность. Таких людей, конечно, очень мало. Это штучный товар, как говорится. Когда ты личность, тебе есть что сказать. Да, так случается. Это для них, знаете что, все диктаторы на чем же обычно прокалывались? На мелочах. Ну то есть теплую ванну создали, а когда у тебя теплая ванна, ты обязательно что-то не учтешь. Ну, например, Путин элементарно не учел Пригожина. Это его черный лебедь. Точно так же и Зеленский. Они думали, есть Шарий, который там по всей информации связан с ФСБ, негодяй, предатель Родины, который просто ищет где бабки, меняет позицию, перекрашивается. Думают, да ну так что, это покупной. Бабах, прилетел откуда не ждали. Появились люди моего плана. Правда, я Балашов в эмиграции вынужденной. Ну, Арестович просто имеет такую медийность, что вряд ли кто-то там будет что-то ему пытаться сделать. Хотя от этих вот я бы даже Арестовича бы не считал, что он застрахован от чего-то. Вот так вот, друзья, пищи для подумать у вас просто вагон и маленькая тележка. И я вас прошу, ищите в таких видео конструктив. Вы просто можете меня проверить, не надо на слово мне верить. Вы послушали вот это вот видео, дай бог, до конца. Кстати, обязательно сейчас подпишитесь, поставьте лайк, колокольчик, это очень важно. Насыпьте сейчас лайков, сделайте репостов по своим друзьям, послушайте их мнение. Только важно до конца досмотреть, не вырывая с контекста, без перемотки, потому что здесь очень много деталей. А дьявол кроется в деталях, я вам постоянно это говорю. И сравните с тем, что говорят на других YouTube каналах. Что там постоянно обсуждают? Знаете, как в Украине говорят, с пустого в порожнє. И вот так вот 24/7, с пустого в порожнє или просто героизация военных. Так как будто бы кто-то есть в стране, кто отрицает героизм военных. Конечно, герои, но на этом одном не выйдешь. И там еще масса других компонентов. Мы можем ставить это впереди паровоза.
Но с маленьким отрывом второе что-то, третье, четвертое, пятое. Хотя экономика это вровень точно с этим идет. Я еще раз говорю, если нечем воевать, то бессмысленно. А Украина сейчас именно в этой ситуации. И неуспехи контрнаступления, что Залужный уже психует в западной прессе, а там просто развал был. Но Подоляк все сразу же там перекрутил. Еще один, понимаете, говорящая голова, приехавшая сюда какого-то хрена из Беларуси, рассказывает нам, как жить. Так вот в этом и опасность всей ситуации. Потому что мы воюем только благодаря Западу. Сейчас Запад скажет, краник закрыли с деньгами, краник закрыли с оружием, все. И война закончилась, и далеко не так, как мы хотим. У нас ничего своего нету, понимаете, кроме людей. А эти люди гибнут из-за того, что нам позже дают оружие, из-за чего что-то, из-за чего. Но я никогда не виню Запад. Прежде всего надо покопаться в себе, вся причина в нас. Мы не состоялись как государство, мы за 32 года не построили то, что должны были построить. Мы могли семимильными шагами шагать, и я утверждаю, как человек, который там повидал какие-то страны, мы могли быть лучше. Чуть ли не во всем каждой страны, и во многих компонентах даже Америку опережать. А мы пасем задник, самая коррумпированная, самая нищая страна Европы, еще и наполовину развалена из-за войны. И я еще раз говорю, которую можно было даже не допустить. Ну, может быть, ее там это отсрочкой можно было назвать, может быть, это позже бы случилось. Но я вам с самого первого дня говорил, такое управление государством, и в принципе, когда вот так вот все устроено, как у нас в стране, только два пути. Первый путь это что-то страшное, катаклизм вот, типа войны, как у нас, или тоталитаризм, как в России. Ну, в Беларуси какой-то гибрид, они просто считайте, что это часть России, они как бы себе не принадлежат. То есть они, считайте, живут как в России. Все, третьего просто не дано. А все другие страны не только ракетами хвастаются, кто больше построил, а медицинскими достижениями, культурными какими-то достижениями. Там просто люди счастливы, планируют и живут. А в Украине, повторяюсь уже, просто существуют и переживают очередной катаклизм. Шел 33-й год независимости. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно, кто новый человек, подпишитесь на канал. Пока.